Всем привет! Как мы знаем, компания OnePlus уже несколько лет сотрудничает с Oppo. И вот наконец-то в прошлом году оба бренда официально, что немаловажно, сообщили об объединении. И это, честно говоря, радует. Ведь сейчас, чтобы оставаться на плаву, нужно очень сильно постараться. Конкуренты, можно сказать, не сидят на месте. Как уверяет компания OnePlus, это позволит бренду быть более эффективным, например, обеспечивать более быстрые и стабильные обновления программного обеспечения на своих смартфонах. Примеры совместной работы можно наблюдать уже достаточно давно. А именно, OnePlus Nord 2 является переименованным Realme X9 Pro, а также OnePlus Nord N100 это переименованный Oppo A53. То есть пример. И вот таким же образом бренды поступили с флагманами OnePlus 10 Pro и Oppo Find X5 Pro. Мы получили практически одинаковые характеристики двух этих моделей. То есть, если вы мечтаете купить себе замечательный смартфон OnePlus 10 Pro, но у вас нет столько денег, то есть альтернатива в лице Oppo Find X5 Pro. OnePlus 10 Pro представлен, можно сказать, совсем на днях. Его параметры уже полностью известны, а вот Oppo Find X5 Pro получил точно такие же характеристики, но есть и множество улучшений, что немаловажно. Итак, основные фишки его — это улучшенный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, непростой золотой, 2К LTPO дисплей на 6,7 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мАч, основная камера с датчиками разрешением 50, 50 и 13 мегапикселей, ну и конечно же рекомендованная цена всего $750. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Oppo Find X5 Pro получит отличный дисплей на 6,7 дюйма разрешением 2К 1440 на 3216 точек с кадровой частотой 120 Гц. Панель тут выступает LTPO 2.0 с изменяемой частотой обновления. Экран производства, что немаловажно, компании Samsung, прикрывается последним поколением стекла Corning Gorilla Glass Victus. В компании уверяют, что Victus в плане устойчивости к царапинам в 2 раза превосходит Gorilla Glass 6-го поколения и в 4 раза конкурента. Что касается падений, то Victus должно без последствий выдерживать приземление с высоты менее 2 метров. Все зависит, на какую поверхность упадет, как упадет и так далее. Это вы должны понимать. Матрица характеризуется пиковой яркостью 1300 нит. Кроме того, тут мы получили частоту развертки в режиме Always On до 1 Гц. Это позволяет, конечно же, повысить энергоэффективность. Фронтальная камера будет на 32 мегапикселя. А теперь самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. Смартфон Oppo Find X5 Pro будет доступен всего за $750. За модификацию 8256 гигабайт. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам Oppo Find X5 Pro. Стоит $750. Это плюс-минус 57 тысяч рублей. Возьмем до 60. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил целых 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Всего лишь 14 моделей. Это OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21, S21 Plus, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, также S21 FE, Samsung Galaxy Note 20, Z Flip 3, ну и пошли, можно сказать, средненькие смартфоны. На мой взгляд, основной конкурент, как ни странно, Oppo Find X5 Pro это, да, ребята, Samsung Galaxy S21 FE. Минимальная стоимость данного смартфона 55 тысяч рублей, максимально 66. Но благо e-каталог собрал всех полностью продавцов, которые сейчас есть на рынке. И для себя вы можете решить, стоит ли вообще
рассматривать данный смартфон и у кого купить, какой продавец предоставляет максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы можете для себя что-то отметить. А если вдруг у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Новинка может похвастаться 80-ваттной зарядкой по проводу. Емкость встроенного аккумулятора составит 5000 мАч. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 50 Вт беспроводным путем. Стоит отметить наличие NFC, фирменного переключателя звуковых режимов, стереодинамики и встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев. То есть все, что нужно, в данном смартфоне есть. В основе аппаратной платформы флагмана Oppo тоже будет Snapdragon 8 Gen 1. Но разработчики дополнят ее Mari Silicon X. Напоминаю, это первый чипсет собственной разработки компании Oppo для обработки изображений. Он изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу и призван улучшить качество изображения на будущих смартфонах компании Oppo. Также в плане ускорения задач искусственного интеллекта Find X5 Pro будет быстрее своего брата. Но самое главное, на мой взгляд, кое-какие изменения затронут и камеру. Как мы знаем, в смартфоне OnePlus 10 Pro используются датчики разрешением 48, 50 и 8 мегапикселей. А вот новинка Oppo Find X5 Pro получит сенсоры разрешения 50, 50 и 13 мегапикселей. Причем первые два одинаковые Sony IMX766. Но соединены они будут с разными объективами, широкоугольным и сверхширокоугольным. К фишкам камеры стоит отнести алгоритм обработки изображений, систему оптической стабилизации изображения и поддержку записи видео 4К с кадровой частотой 120 FPS. Камера Find X5 Pro тоже будет оформлена не так, как у компании OnePlus, но в своем узнаваемом стиле, то есть а-ля выпуклая камера основная. Кому-то это решение нравится, кому-то нет. Кстати, напишите в комментариях, подойдет ли вам такая камера. Оперативная память выступает LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. А это очень даже неплохо. В режиме сна дела обстоят еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Проще говоря, в спящем режиме ваш смартфон будет разряжаться медленнее почти в 2 раза. Своя флеш-память выступает UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна, что является большим плюсом. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет, конечно же, системе оптимизировать производительность при перегреве. Мы получим из коробки Android 12 с фирменным интерфейсом ColorOS. В системе ассистент запускается после удержания кнопки питания. Также появилась возможность сделать длинные скриншоты веб-страниц, быстро делиться ссылкой при помощи перетаскивания. Добавилась игровая панель, быстрый переход между медиаприложениями и многое другое. Когда состоится анонс Oppo Find X5 Pro? Не сообщается. Но логично ждать, к примеру, в январе, в конце или в начале февраля. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Oppo Find X5 Pro это достаточно интересное решение, которое заслуживает внимания. Самое главное, что мы не получили одинаковый внешний вид. То есть, как вы видите, данные смартфоны очень сильно различаются по внешнему виду. Вы должны понимать, что характеристики практически одинаковы. Но самое главное, что мы можем купить флагман от компании Oppo, дешевле практически на $100, что является большим плюсом. Вот такие дела. Ждем презентацию компании Oppo. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.